Добрый день, друзья! Сегодня готовим сдобный пирог с начинкой. В теплое молоко всыпаем чайную ложку сухих дрожжей, перемешиваем и оставляем на 5 минут. Замешивать тесто я буду с помощью планетарного миксера, но это можно сделать и руками. Итак, в чашу или миску всыпаем муку 300 грамм, сахар 2 столовые ложки и чайную ложку соли. Перемешиваем сухие ингредиенты венчиком. Далее в мучную смесь вливаем 100 мл жирных сливок, вбиваем одно яйцо и выливаем молоко с дрожжами. Замешиваем тесто. Я использую для этого насадку крюк. Тесто получается слегка сладковатое. Если вам нравится более сладкое, то кладите на 2 столовые ложки сахара больше, чем указано в рецепте. Данное тесто идеально подойдет и для несладкой начинки. Замешивается оно достаточно быстро, не прилипает к рукам, очень эластичное и мягкое. Округляем тесто. Дно миски, в которой замешивали, смазываем растительным маслом. Помоги развитию моего канала. Подпишись, поставь лайк и напиши комментарий. Мне будет очень приятно. Кладем шарик теста, накрываем емкость пакетом или крышкой и отправляем в теплое место на расстойку. По времени это займет от 40 минут до часа. Я обычно ставлю в электрическую духовку на 40 градусов. Дверцу закрываю. Выпекать пирог я буду в железной форме на 20 см. Высота бортиков должна быть не меньше 7 см. Дно и бока формы смазываем размягченным сливочным маслом. На дно кладем вырезанную по диаметру формы бумагу для выпечки. И подготавливаем начинку. У меня сегодня пирог будет с вяленой клюквой и шоколадом. Прошло 50 минут. Стол подпыляем мукой. Тесто шикарно поднялось. Посмотрите, насколько оно воздушное. Достаем тесто из миски или чаши, приплющиваем его и разрезаем на 5 частей. Каждый кусочек теста округляем. Накрываем пакетом или пленкой и даем 20 минут полежать и увеличиться в размерах. Затем берем один шарик теста, пальцами слегка растягиваем его и раскатываем в небольшой пласт. Тонко раскатывать не нужно. Зрительно делим тесто на 2 части и одну сторону нарезаем на тонкие полоски. А на вторую кладем начинку. Я кладу вяленую клюкву. Заворачиваем 2 края теста вовнутрь и скручиваем в рулет. Получается необычно и красиво. Вот такие заготовки в виде маленьких булочек кладем в форму по кругу. Следующий рулет я делаю с шоколадом. Итак, чередуя начинки, выкладываю булочки в форму. Также для начинки идеально подойдут любые консервированные фрукты, вареная сгущенка, шоколадная паста. Вот так это все выглядит. Теперь накрываем пирог пакетом или пленкой и оставляем в теплом месте на 30-40 минут для увеличения в размере. Посмотрите, как пирог поднялся. Этот рецепт теста очень удачный, с ним работать одно удовольствие. Теперь поверхность пирога смазываем молоком комнатной температуры. А еще рекомендую приготовить вот такие булочки. Тесто как пушинка, ну а яблоки как нельзя лучше его дополняют. Отправляем пирог выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 17-20 минут. Вот такой красавчик получился в итоге. Даем ему постоять в форме минут 10.
Затем тонким ножом отделяем его от стенок формы, снимаем боковую панель, перекладываем на решетку и даем остыть. Еще раз повторяюсь, что тесто очень шикарное и в работе, и по структуре, и по вкусу. Этот рецепт всегда нужно иметь под рукой как базовый. Он подходит ко многим видам выпечки. А наш сегодняшний пирог получился супер воздушным, мягким, нежным и очень вкусным. Всем советую его приготовить и порадовать свежей домашней выпечкой близких в выходные. Если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. И подписывайтесь на мой канал, будем готовить вместе. Желаю удачи на кухне, скоро увидимся. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».